Мало кто не видел фильм «Берегись автомобиля», а между тем прошло уже более 50 лет с момента выхода его на экраны. Один из героев фильма, Дима Семицветов, продавец комиссионного магазина, обещал за вознаграждение достать импортный магнитофон. Пожалуйста, транзисторный приемник «Альпинист», аккуратнее, прошу вас. Простите, кто из вас Дима? Я Дима, в чем дело? Я от Олега Николаевича. Какого Олега Николаевича? Приятель Леонида Ильича. Слушаю вас, в чем дело? Вы пишете? Да, пожалуйста. Сколько скоростей у этого проигрывателя? 3, 78, 45 и 33. Пожалуйста, направо в кассу. Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий. Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. В чем дело, гражданин? Смотрю. Что, в зоопарке, что ли? Вон телевизор, смотрите. 50. 50? Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привезти. Италия. Да. Нужно попридержать. Телефончик оставьте. Хорошо. С магнитофоном, который я хочу вам показать, было именно так, как в фильме. Он был куплен через ряд знакомых в комиссионном магазине Москвы за баснословные тогда 850 рублей. Для сравнения, наш единственный в то время катушечный стереофонический магнитофон Яуза-10 стоил дешевле в 2 с лишним раза – 400 рублей. Аппарат называется Sony TC200. Выпуск его был начат в Японии с 1964 года. Он ламповый. Модель выпускалась на экспорт во многие страны мира под разное напряжение и частоту сети. Внешне магнитофоны были одинаковые. Колонки являются одновременно его крышкой, что не давало возможности оставить катушки на магнитофоне в закрытом состоянии. Задняя крышка на колонках изготавливалась либо из фанеры, либо из прессованного пенопласта. Разъемы колонок похожи на современные от наушников для телефонов. Диапазон воспроизводимых частот от 50 до 14 тысяч Гц. Две скорости воспроизведения 9 и 19. Вес его 12 кг. На мой взгляд, довольно неудобное переключение режимов. Если вы хотите включить перемотку назад, поворачивайте ручку влево, воспроизведение – ручку вправо. А вот чтобы включить перемотку вперед, надо сначала включить воспроизведение, затем переместить маленькую хромированную ручку вперед. В этот момент ролик, передающий вращение узлу, наматывающему ленту через фрикцион, наклоняется и поднимается вверх, приводя в движение сам приемный узел, минуя фрикцион, и тем самым включается перемотка вперед. Лентопротяжный механизм довольно шумный. Кто пользовался советскими магнитофонами «Маяк», примерно так же, может чуть потише. На прижимном ролике есть стробоскоп. Практически все наши магнитофоны тех лет имели ламповый индикатор уровня записи, тут же они стрелочные, да еще и с подсветкой. Этот механизм оставил свой след и в истории наших магнитофонов. Если будет интерес, пишите в комментариях, тогда сниму я об этом отдельный видеоролик. Эта модель стала популярна, ее довольно долго выпускали. Но со временем его перевели с ламп на транзисторы, что позволило сократить потребляемую от сети мощность, уменьшило нагрев и время готовности после включения. У ламповых магнитофонов нужно было выждать время после включения для того, чтобы нагрелись лампы, обычно около 30 секунд. Внешнее изменение было заметно по исчезнувшей вентиляционной решетке сзади корпуса и пропавшему переключателю напряжения сети на дне. Можете сравнить: слева транзисторный вариант, справа ламповый. Однако в Советском Союзе их было совсем немного. И радует, что некоторые дожили и до наших дней.楽しみにして